Добрый день, с вами ведьма Графина, мой канал магии и колдовства. Занимаюсь всеми видами магии, черной магии, от подурной судьбы, от смерти, от болезни, магия боевая, наказание и также на удачу, любовная магия. Подробно вы мне можете узнать на моих сайтах, зайти на мой инстаграм, зайти на телеграм-канал, где я публикую закрытые публикации, которые не проходят модерацию на других площадках. Также сегодня я делаю расклад понедельно. Влияние высших сил, планет, комет, Солнца, Луны на жизнь таких знаков, как Дева, Весы, Скорпион, Козерог, Водолей, Стрелец, Козерог и Водолей. Помним, что каждое утро у нас будет Солнце, это ритм Солнца, мы его не замечаем, но это самое такое явное проявление влияния Солнца, да, что также влияют эти силы на наше настроение, эмоции, внешние события несут. И уже есть, с другой стороны, наша воля и есть магия, которая может усиливать позитивные моменты, создавать позитивные моменты и убирать негативные, если они существуют, да, нам от высших сил или от людей. Итак, наша Дева, 9-15 мая. С чем ходит Дева? Дева обиженка. Это, кстати, очень любимое состояние Девы. Она чувствует часто себя недооцененной. И кажется, что в соревновании она должна выиграть, она должна быть первой. Но также сердечная болезнь. Сейчас посмотрим, с чем она резонирует по состоянию, по работе. Ну, вся в делах. Собственно говоря, дела у Девы идут, вы продвигаетесь очень активно, возможен поиск новых горизонтов, новые идеи, также продвижение физическое, в том числе командировки, поездки к морю. Хорошая карта. И для тех, кто ищет работу, также карта это о том, что много предложений, возможно, разных. То есть, если вы хотите уйти, уйдете со старой работы, да, это уже человек спиной сидит. Социальный. Императрица, интересная карта. Новое общество, созидание, интересные люди. Также представление себя. Да, вы скорее вот вы хозяйка положения в этом обществе. Кстати, хороша карта для тех, кто проявляет какую-то социальную активность. Даже можно сказать, для мужчин это даже новая женщина, которая появится в вашем кругу, она может перейти вам в более такое личное. Ну и бизнес, кстати, также новые идеи бизнеса, связанные с влиянием на общественность. Вот так вот. Десятка жезлов. Ну, эта карта говорит о том, что вообще-то проблемы с позвоночником связаны также с поднятием тяжестей. Девам, да, не грузиться, ведра не таскать. Тем, кто занимается физическим трудом, обратите внимание. Опасность. Это позвоночник, тяжести. Так. О. Так, король жезлов. Женщинам тут прям мужик падает. Мужчина. Подождите, мужчина. Мужчина огонь. Зачем у нас, кстати, тройка мечей? Куда она упала? На здоровье нет. Так, король жезлов. Прекрасное, яркое, прекрасное знакомство для неодиноких. Это очень такая интересная неделя, сближение. Вы увидите вашего мужчину в такой интересной, хорошей, эротической, я бы даже сказала, форме. Знакомство. Опа, мир перевернутый. Ну что, если вы какие-то собираетесь в поездку за границу, что-то проблемы тут будут. Если нет, перевернутый мир скорее обозначает, что вы полны идей туда и сюда, ваш разум кипит, у Девы большие планы на мир, и она еще не определилась в направлении. То есть многовекторность прям. В общем, бурная неделя, да. Началось с обид, закончилось тем, что открылись и пути в работе, и в личной жизни, и у мужчин, и у женщин.
Вот, либо вы выбираете пути именно конкретного путешествия и не выбираете среди нескольких направлений. Что такая весы. Опа-на. Шут. Весы хотели было рискнуть, но подумали и опять стали весами. Опять стали взвешивать. А стоит ли рисковать? Хотя, возможно, то, что вы думали, что это риск, да, вы нашли более земной, более выигрышную позицию, решили пойти самым таким продуманным путем. Да? Интересная карта, с чем она срезонирует. Она не очень хороша для бизнеса, вот такого вот, финансы, земля. В основном она часто означает, да, для игроков все-таки это выигрыш. Состояние по работе, королева мечей. Но вы держите под своим мечом, под своим контролем все. Новая информация, которая подтверждает, может быть, вашу правильность ваших шагов. Потому что королева у нас прямая, это напрямую. Также женщина весы. Если вы мужчина, то это также королева мечей структурирует, дает вам понять, оттачивает ваши мысли. Вы приходите к каким-то важным новым выводам, получаете подтверждающую информацию. Ну, это еще может быть и проверка какая-то, но проверку вы пройдете, она пройдет удачно. По вашим социумам, девятка жезлов, скорее уходите от каких-либо контактов, решаете не идти в лобовые столкновения, прячетесь от каких-либо разборок и решений. Да. Очень тоже свойственно весам, да, поколебаться, ничего не делать. Так, в состоянии здоровья король мечей, король пентаклей. Ну, тут дестабилизация. То есть где-то ваш образ жизни какой-то где-то в чем-то неумеренность, что-то какая-то некомфорт, да, вот какой-то что-то случилось, забыли поесть, поспать, и момент такой произошел, возможно, какое-то расстройство, такое легкое здоровье. В целом, если вы выздоравливаете, какой-то перебой с лекарством, может быть, что-то забыли принять, забыли что-то вложиться. В целом не означает никакого там серьезного расстройства. Так, ой, королева пентаклей. Ну все, на чаше весов лежит ваши расчеты, ваши материальная вот сторона жизни. Вы сквозь это пропускаете все, и свое здоровье, и свои отношения. И вас больше это беспокоит. Тут по чувствам нет ни одной карты про чувства. Да? Есть все про экономия, про счет, что стоит, не стоит, связываться, не связываться. Ну, если вы весы мужчина, это ваша такая экономная женщина. Экономная. Если вы женщина, то это ваша ипостась. О, тройка кубков. Вот она какая интересная. Ну что, интересная карта в личной жизни. Вот, как говорится, полное отсутствие чувств, интереса к противоположному полу. При этом тройка кубков. Вы выигрываете в любовном треугольнике. Также эта карта говорит о некой в разных ситуациях, о беременности, появления, счастливого появления третьего в вашей семье. Очень интересная карта, вот так вот. Просчитывали, получили приятный сюрприз. Либо также вы блистаете в каком-то обществе, в котором вы окажетесь в центре внимания противоположного пола. Самая красивая или самый красивый. Тут не зависит от пола. Скорпионы. Так, что всех так, скорпионы все в бухгалтерии просчитывают, да. Женщина, которая вас заставляет экономить. Ситуация, которая выбивает из-под вас землю и опять заставляет вас сэкономить, просчитать, зарабатывать, то есть беспокоиться о вашем материальном будущем, материальном состоянии. Поэтому у скорпиона прилив сил, энергии, творческой в том числе, по работе. Прям разрывается от энергии. Энергия блюет ключом. Прекрасная карта для руководителей, для творческих личностей, для спортсменов. Вот если вы этим зарабатываете, шикарно.
Ну, также хороша карта для всех остальных. Ваши усилия оправдаются в денежном. Активность социальное, развитие новых связей, импульсивные какие-то, вы себя так показываете феерически, какие вы прекрасные скорпионы, какие вы интересные, вокруг вас толпа поклонников, все такое. То есть горячая пора для скорпионов. А вот со здоровьем всадник мечей. Ну что, в силу такого, да, я бы даже сказала, возбужденного состояния, такой активности, пробивной активности, возможно, опасность, какие-то мелкие травмы в дороге, споткнулся, порезался. Ну, это также какие-то приходящие боли, которые не требуют лечения, то есть пришли, ушли. Помним, что воздух у нас, что воздух це таке діло. Подул ветер и перестал. Состояние в личной жизни. Уйду я от всех, ищите меня. Да, есть вот стоит человек, да, и вокруг там 6 жезлов. Вы не хотите никому ничего доказывать. Могут на вас какие-то претензии к вам предъявлять. Или какие-то поклонницы вас, может быть, окружат, но как-то у скорпиона свое на уме, не хочет, идет обход, не отстаивает ничего, умеренность, даже вот так вот. Скорпион скорее оседлал свои эмоции и идет по пути вот такого воздержания. Я не буду тратиться на мелочи, да, потому что у вас есть вот самая главная карта в работе, в творчестве в каком-то. Хорошая, да, и социальная сфера очень энергичный, поэтому на личном не заморачивают, по личным вопросам пока на втором плане. Так, наши стрельцы. Стрельцов выход из кризиса, то есть что-то вас давило, мешало, окружало. Да, вот все, вы вышли, вроде бы вздохнули легко, наконец-то освободились от этого гнетущего какого-то окружение, состояние по работе. По работе умеренно. С одной стороны, плановость каких-то работ. То есть вы не работаете в каком-то таком очень спокойном режиме. Выполняете какую-то последовательность, да, без авралов. С другой стороны, это означает все-таки небольшие деньги. Умеренность, где вам приходится, ну, не хочется, экономите свои силы, потому что на вас экономят эти деньги. Также эта карта говорит о том, что по предложениям по работе, ну, очень такие сдержанные отношения у вас к этим предложениям. Видимо, там не очень хорошо с деньгами, но зато туз кубков. Бурное общение, прям, возможно, попадете на некий праздник, свадьба, день рождения чей-то, какая-то встреча, и может быть не одна, туз кубков. Единение с родственниками. Но, кстати, по этой карте это, возможно, знакомство в каком-то обществе, которое придет в более близкое. О, девятка жезлов. Состояние здоровья. Тут может быть такое состояние легкой температурки, организм активно с чем-то борется. Если вы выздоравливаете после операции, после тяжелой какой-то болезни, с одной, эта карта хорошая, организм позволяет вам порешать, то есть подавить эту болезнь, встать на ноги даже вот так. Для остальных это скорее означает, что у вас что-то внедряется, да, какая-то болячка, и организм может реагировать на это и температурой, и болями в суставах, то есть жезлы, это руки, ноги. Какие-то, у кого какие-то артриты, артрозы, смотрите. Но это не означает развитие болезни, скорее такое борьба. О, личная жизнь, столько старших арканов нападала. Что-то у стрельцов такое прям закрутилось. Ну, верховная жрица в личной жизни очень много вариантов. Тут и предложение какой-то тайной интимной связи. Неважно, мужчина вы или женщина. Прям куда-то уйти с каким-то
женатым, или, может, вы замужем, вам такое могут предложить. С другой стороны, это также проявление какой-то магии для личной жизни, приворота, отворота. Вы это увидите. Проявление это по верховной жрице. Ну и да, кто-то вас будет соблазнять, особенно мужчин. Может быть просто соблазнение такое с каким-то тайным умыслом. Шестерка жезлов, поездка за город, ну просто у стрельцов какие-то там шуры-муры, таинственные приключения, да, вот она, да, загадочное приключение в личной жизни. Ну что ж, главное быть готовым, да, соглашаться или нет. А вдруг это ваша судьба? Смотрите, туз кубков, интересная карта. Главное, что тайна, тайное движение в нашем Козероге. Любовники, смотри. Выбор в личном появляется. Также эта карта хороша для развития любовных отношений, победа в любовном треугольнике. Вы выбираете, они вас выбирают. В целом может означать такую вот любовная история. Вот вы входите, все, у вас на уме какая-то любовная история. С кем-то О, колесо фортуны, вау. Козероги прям рулят. Колесо фортуны, новые шансы, поворот в судьбе. Если вы бизнесмен, у вас какой-то, может быть, новый бизнес откроется, новые возможности. Ну, не пропустите его. Колесо фортуны, конечно, хорошая карта, но она что, не постоянная. Колесо у нас неустойчивое, оно крутится. Так что ловите шанс. Десятка жезлов. Ну что, ваши родственники, друзья, социум, десятка не любит Козерог. Это все. Но вас нагружают, пригружают. Каждый будет что-то грузить вас своими проблемами. А вы будете пытаться их что-то даже порешать. И включая свои, да. Так вот. Тяжело идет общение. Но у нас Козерог такой. Восьмерка кубков. Тут грусть, печаль. Как-то все-таки на эмоциональную сферу влияет Козерогу, что он грустит. Грустит, воспоминания о прошлом на него находят. Но в целом карта не означает каких-то там серьезных проблем. Может, дадут о себе знать также какие-то бывшие очень давно ваши какие-то болезни. Но они чуть-чуть так. О, что это такое, боже мой. Ну вот тебе лично. Девятка мечей. Скандал. Прям разборки в личном. Прям такая жестокая разборка. Если вы одинокий Козерог, то в штыки воспринимаете всех. Карта не способствует новым знакомствам. И конец недели, шестерка мечей. Нет, но все-таки Козерог выходит. Козерога интересная такая вот карта, как будто он отправляется в какое-то новое плавание, в новые перспективы, новые интересы. И скорее все-таки он занят своей карьерой, делами, деньгами. А то, что у него происходит в личном, он пока отходит от этого. Что-то в личном прям такая жестокая карта. Непринятие прям такого разрушения. Будет вредничать Козерог с партнером. Так, Водолей. Колесница перевернута. Тревожная поездка, отмена короткой поездки какой-то на короткие расстояния, сложная поездка, вот имейте в виду для вас. Также проблемы в партнерстве, но если это подтвердится, давайте посмотрим. По работе, вау. По работе, партнерство, новые партнеры, взаимопонимание, клиентский бизнес. Вы нравитесь людям, люди вам доверяют, много общения. Прекрасное собеседование, удвоение дохода. Прям все такое, подъем. Опа, социум. Вот он, десятка мечей. То есть тут прям какой-то разрыв с родственниками, с какими-то, с которыми вы, по сути, давно уже конфликтовали или решили их списать. Но вот еще раз это подтвердится, что вы их спишете. Можно, что и колесница. Хотели поехать к какому-то родственницу близко расположенную. Ну, в общем, не будет этого. Вы
Все, списали, списали. Разрыв связей социальных. Вот. Кого-то спишите из вашей жизни. Так, вестник жезлов. Ну, состояние неплохое, причем игривое, легкое. Способствует, кстати, похудению, разного рода физическим нагрузкам. Особенно там, где касается скорость, что-то на скорость способствует спортсменам. Хорошая карта. Единственное, что могут быть мелкие какие-то травмы. Да, в силу того, что это все спешка. Королева Пентаклей, Водолеев. Это семейная вот такая вот карта, знаете, экономлю денежки, покупаю дома, да, выращиваю там сады, сею пшеницу. Такая земная очень карта. Для одиноких водолеев вы пропускаете через вот это все земное, знакомство с такой женщиной, у которой магазин, а в магазине продается что-то вкусное. Такая вот земные знакомства, земные отношения. Ой, что-то я... Так вот. И конец недели что-то... Так, водолеям не свойственно, но накатывает, да? Грусть, печаль, не видит перспектив, что дальше, тревога о будущем, неопределенность. Ну, бывает такое. И у водолеев. Хотя водолеи всегда мыслят на тысячелетие вперед. Один из самых загадочных знаков. Сейчас тысячелетие водолея. Водолей — знак, под которым происходят все открытия научные. Ну, вот так вот. То есть это всего лишь неделя. Не расстраиваемся. Перспективы появятся позже. С вами была ведьма Графина. Все мои контакты под этим видео, пожалуйста, в письменном виде. До свидания.